Джон, мы очень рады приветствовать вас в Москве. Да, многие наши коллеги неоднократно бывали на ваших семинарах в Петербурге, и наконец это свершилось. И мы смогли вас увидеть здесь у нас. И для наших коллег, которые плохо знакомы со схемой терапии, я задам несколько вопросов. Of course. И несколько вопросов для людей более опытных в схемотерапии. Ну, давайте начнем с общих простых вопросов. Могли бы вы в двух словах описать отличие схемотерапии от когнитивно-поведенческой терапии? There are two main differences, as I see it. Есть два основные отличия. One of them is in the therapist style, Первый – это терапевтический стиль which is also an intervention in schema therapy, limited reparenting. и интервенции схемотерапии, например, ограниченное родительство. The idea that within professional boundaries, we're meeting some of the needs of the client, like validation, support. И при сохранении границ схемотерапевт удовлетворяет потребности в поддержке, в эмпатии. The other main difference, I think, is the way that experiential interventions are integrated. И еще важная разница заключается в экспериментальных интервенциях, Because it's the cognitive component and the behavioral pattern breaking component are critical to schema therapy also, but equally so is the потому experiential. что когнитивные и поведенческие компоненты очень важны для схемотерапии, но также очень важны и экспериментальные. So I think those are the two main differences. Это две основные разницы. There are also a lot of similarities. Спасибо. Следующий вопрос может быть простой, но тем не менее я думаю, что это нужно его задать. Могли бы вы в двух словах описать, что такое схемы и что такое режимы? Два основных понятия Maybe a few words to современной describe schemas and modes. Okay. Well, schemas can be described as themes in one's life that are based on early experiences of needs not being met. For example, if a child doesn't have a predictable, safe environment, they might develop an abandonment schema or a mistrust abuse schema. So they include a cognitive part, core beliefs similar to CBT, but also an emotional part and a memory part. So they're a broader idea of a schema, say, than what's used in CBT. And schemas are like personality traits. Схемы можно скорее связать с качествами личности, с личностными свойствами. Это темы, которые развиваются с детства у ребенка в связи с его окружением и проявляются на протяжении всей жизни. Например, если ребенок не имел достаточно защищенного, предсказуемого окружения в детстве, у него могут развиться схема покинутости или схема недоверия, ожидания жестокого обращения, которые могут проявляться и во взрослой жизни. And schemas can be dormant, and then situations or internal reactions can activate them. And when schemas are activated, then modes occur. И схемы, они до какое-то время могут быть скрытыми, не проявляться, но когда ситуация оказывает на них влияние, когда ситуация похожа на травмирующие обстоятельства детства, тогда включается режим. And modes are defined as the current state that a person is in, both the thought, feeling, physical sensations, neurobiological state, memories. И режим – это актуальное состояние человека в результате включения схемы, которая включает и нейробиологические компоненты, и когнитивные, и поведенческие, и эмоциональные. And some modes are maladaptive, and others are healthy. И режимы бывают дезадаптивными, дисфункциональными. Кроме того, есть и здоровые режимы. Чтобы нашим коллегам было понятно, можете назвать один из режимов и описать, как это выглядит? Can you describe one of the modes? Sure. The child modes. Например, детские режимы. These are the innate reactions that a child would have when their need isn't met. Это естественная реакция
ребенка, когда его потребности не удовлетворяются. So in a vulnerable child mode, a person could be very anxious, very frightened, Например, в режиме уязвимого ребенка человек может быть очень тревожным, напуганным and feel entirely helpless to get и their needs чувствовать met. себя беспомощным. You particularly see the vulnerable child mode quite a bit in patients with borderline personality disorder. Но очень часто вот этот режим уязвимого ребенка виден у пациентов с пограничными расстройствами личности. So some of their very desperate, intense efforts to keep from being abandoned, for example, and just feeling very extreme. Потому что некоторые отчаянно переживают очень сильные негативные эмоции, когда им кажется, что их покидают. Could be explained by a vulnerable child mode being triggered, being activated. И в схемотерапии это описывается как включение режима уязвимого ребенка. Спасибо. Еще один вопрос, но уже больше для нашей такой профессиональной One аудитории. more questions for more professional. Одна из таких самых эффектных техник схемотерапии – это рескриптинг. Могли бы пару слов сказать и описать немножко эту технику для наших слушателей? The idea of re-scripting in schema therapy is that we're trying to create with imagery the experience, say, of a child's needs being met. Основная идея рескриптинга – это создание с помощью воображения, визуализации эмоционального опыта, когда потребности ребенка могут быть удовлетворены. So, in an example, say, where a person's experienced a trauma, we would want to go to the point before the trauma happened. Например, если у человека в детстве была серьезная психологическая травма, то в этом воображении мы доходим до момента, когда еще травма не наступила, And in imagery, rescue and protect the person. и в воображении мы спасаем ребенка от этой травмирующей ситуации. Because the idea, particularly with personality disorder, not classic PTSD, is that the problem from the trauma is that there were messages about self and the Потому что world. основная проблема, например, с пациентами с пограничными расстройствами личности, это те послания, которые они вынесли из травмирующих ситуаций, так называемые базовые убеждения. Like they're bad and people can't be trusted. Например, что они плохие или что людям нельзя доверять. So we want to give them the experience of the protection they should have had so that there can be some reattribution. И мы даем им опыт переживания того, что людям можно доверять, что они могли получить защиту, и у них происходит реатрибуция. And the idea is that in dealing with trauma, you can't just intervene at the cognitive level, that the implicational level is very important, the emotional level too. So that's what we're Идея trying to в том, reach. что не только когнитивный уровень трансформации этого послания, но и эмоциональный и экспириенциальный опыт также очень важен. Хорошо, теперь я хочу задать несколько вопросов уже для более профессиональной аудитории. Вот, как я сейчас наблюдаю развитие схемотерапии, это все-таки больше такая даже не схемотерапия, а мод-терапия, да, терапия режима. Observe schema therapy development as more than mode therapy, not schema. Могли бы вы прокомментировать, вот как произошел этот сдвиг, почему Can you сейчас comment on все how- реже и реже мы используем How слово the, схема в терапии? Schemas are used less frequently in schema therapy. I think it, for example, in our work, I think it may not be so much that schemas aren't used as much. The therapist always has them in mind to guide the work, but to the client, what's more important is their current state. That's what they can relate to. That's what they're concerned Я на about. это смотрю немножко иначе, и схемы все равно постоянно учитываются схемотерапевтом. А с другой стороны, пациенту легче понять и обратиться к тому, что с ним в данный момент происходит. And I think because schemas in Jung's view don't include a behavior, but the modes include behavior. И очень важно, что в понимании Джеффри Янга, основателя схемотерапии, схемы не включают в себя поведенческий компонент, а режимы включают. And it's usually the behavior that's problematic or distressing to the client. И обычно это поведение пациента, которое приносит ему сложности и так сказать, нагрузку. So we tend to talk about the triggers of modes
we don't call the triggers necessarily schemas, but that's the way we В conceptualize it. схемотерапии говорят о триггерах, о поводах включения режимов, не называя их часто схемой. Но по сути это и есть схема. So I think, again, it's because the language of modes is more understandable to То clients. есть, во-первых, язык режима более понятен для пациентов. And if you've started with schemas and then you try to introduce modes, clients often yell at you and say, we've memorized all these 18 schemas and now you're talking about Если modes. сначала изучить с пациентами, что такое схема, а потом переходить к режимам, то многие из них недовольны. Мы только что выучили, зачем еще что-то учить. But probably the most, maybe one of the biggest reasons for the change is that schema therapy is particularly effective with severe personality disorder. And unfortunately, if you give people with severe personality disorder the Young Schema questionnaire, they endorse everything very high. It's like their scores on the MMPI. Ну и кроме того, схемотерапия доказала свою высокую эффективность в работе именно с тяжелыми случаями пограничных расстройств. И если таким пациентам дать, например, опросник Янга по схемам, то там все схемы будут зашкаливать. So the client and the therapist end up feeling discouraged and think they have every problem possible. И тогда и пациент, и терапевт бывают ошеломлены количеством проблем, и возникает ощущение, что с ними нельзя справиться. So the modes are a better guide to the work you're going to do in Поэтому therapy. режимы – это лучший способ донести смысл схемотерапии до пациента. Мой вопрос будет по поводу расстройств личности и расстройств Axis One, как мы называем, симптоматических расстройств. В моем опыте, вот как я это вижу, все-таки режимы людей с расстройствами личности и режимы людей без расстройств личности сильно различаются по интенсивности. Я вижу здесь некоторую опасность, потому что я когда смотрю на своих коллег, очень часто они не видят этой разницы. Режим, который мы называем там булли-атак, For example, при пограничном расстройстве личности и, ну, например, у человека иногда это возникает и без расстройства личности, совершенно разные. И мой вопрос в том, не имеет ли смысла в дальнейшем как-то обозначить эту разницу, что есть, что режимы как состояния, из которых нельзя выйти при пограничном расстройстве личности, и режимы как состояния, из которых можно выйти, это разные вещи. Making difference between the modes which are very difficult to cope for the clients and the modes which are more natural for healthy people. Well, I think that there are some coping modes that are more extreme than others. I think the detached protector, for example, is an avoidant coping mode that's very common. And Но некоторые режимы, например, избегающий, отстраненный защитник, они достаточно распространены. that probably all of us use at some times. Скорее всего, большинство из нас используют их иногда. I use it going to the dentist. Я, например, когда лечу зубы, использую этот режим. But if you think of the extreme of that mode, dissociation, and even dissociative В крайней степени disorders, этого режима это диссоциация личности. I mean, all the modes have a huge range of severity. То есть любой из режимов имеет крайнюю степень развития. And the other critical variable is how much healthy adult mode a person has. Но наиболее важным является вопрос, насколько развит режим здорового взрослого человека. In the research the Dutch have done, they've found very little healthy adult in borderline personality, avoidant PD, dependent PD. И голландские исследователи обнаружили, что очень слабо развит режим здорового взрослого у лиц, у пациентов с избегающими нарушениями, с пограничными нарушениями. More healthy adult in narcissistic PD. При нарциссическом расстройстве более развит здоровый взрослый. And in these self-report measures, the antisocial PD seems to have no problems at all. А у антисоциальных
с антисоциальным расстройством нет проблем с взрослыми. Of course, they've been tested in forensic settings where they don't really want to admit to any problems. Ну, надо сказать, что эти исследования проводились с заключенными, и, конечно, не все из них признавали, отвечали на этот вопрос. Ну и, наверное, последний вопрос. Мы традиционно его задаем нашим гостям. The last traditional question. А как в вашей жизни вам помогает знание ваших собственных схем и режимов? I mean, in my own life, it's very helpful for me to recognize that schemas or themes that I have are related to unrelenting standards. And В so, моей жизни очень мне помогает осознавать, что мои схемы относятся, например, к жестким стандартам. and that I've internalized a quite large, demanding critic mode. И я усвоила достаточно сильные режимы критического критика, требовательного критика. So I have to watch for that in terms of self-talk, like, И поэтому мне помогает наблюдение за тем, как это проявляется в моих контактах. if I make a mistake of any kind, Например, если я делаю ошибку, my self-talk is, you stupid idiot, я внутри говорю, ты глупая. coming from that critic. Это происходит вот от режима критика. So I can notice it. И это помогает мне замечать, From my healthy adult, challenge it. когда я ругаю себя, и тогда мой здоровый взрослый помогает с этим справиться. So although that schema may never completely go away, И хотя от этой схемы нельзя совершенно избавиться, because I recognize it, I can make a choice about my action. но поскольку я ее осознаю, я могу делать выбор в отношении того, как мне действовать. And I understand the origin of it. И я понимаю происхождение этой схемы. Спасибо. Спасибо за интервью. Мы всегда будем рады видеть Thank you for вас, the interview. Айду, Happy to see Павла you. у нас в Москве, и мы надеемся, что будем продолжать Moscow. развитие We hope to continue схемотерапии. developing of chemotherapy. Great, we're very happy to be here and are very happy about the collaboration. Мы очень рады быть всегда здесь, и мы рады сотрудничеству, которое развивается. Спасибо. Пожалуйста.